Здравствуйте, дорогие друзья. Я извиняюсь, немножко запыхался, прямо бежал к вам. Расскажу одну интересную историю. Я пользуюсь Uber, как обычно. Сегодня я заказал Uber Black, Mercedes E-класса. Я люблю комфорт и люблю приезжать вовремя. Выехал я вовремя, но я чуть было не опоздал. Мне пришлось выбежать из Uber и дойти до вас уже чуть ли не пешком. Поднимите руку, кто опаздывал на важную встречу из-за пробок. А поднимите руку, кто опаздывал на событие, от которого зависит вся ваша жизнь из-за пробок. Например, свадьба, день рождения друга. И сегодня меня зовут Суходоев Алексей, я являюсь членом правления Skyway Capital, также финансовый эксперт, блокчейн-энтузиаст. И сегодня я вам расскажу о прорывном транспорте, который навсегда избавит вас об этих проблемах и позволит заработать больше, чем на акциях Uber. Об этом транспорте, об активах этого транспорта говорят уже более чем в 200 странах мира, больше, чем о всех предстоящих IPO, которые прошли уже в этом году. Поднимите руку, кому интересно. Начинаем. Да, спасибо. Неплохо, хороший, да, когда Uber проблему, очень хорошо построена проблема одна. Да? Я второй. Все хорошо, думал, вопрос какой-то. Супер, супер. О, хороший, да. Хорошо, вы тогда сами вспомните. Хорошо построена проблема, и потом можно было чуть-чуть поконкретнее, может, экспертизу свою, еще помощнее дать, чтобы нам было более конкретно, какой там, сколько лет вы там занимаетесь вот этими вещами, или в бизнесе технологий, например, да. И потом очень хорошо композиционно, потом дали такое ощущение крюк, что будет решение, которое будет там прорывное, да. Хорошо сделанная работа, чуть-чуть больше, чем 1 минута хотя бы, но ничего. Да, пожалуйста. И ваша задача сейчас, когда вы слушаете своих коллег, чувствуете, что работает, что не работает. Если что-то очень вам понравилось, обязательно это надо вам взять. Здравствуйте. 99%, кто подходит к этому флипчарту, 99,9% убийцы. Убийцы, повторяю еще раз, чтобы изготовить вот такой листик, нужна 1 веточка вот этого дерева. Посмотрите, какое красивое дерево. Чтобы изготовить вот это все, нужно 1 дерево. Вы видите вот там, что здесь написано? Этот лист убит, он не нужен, потому что он испорчен. Он испорчен, вы убили дерево. Я дизайнер, вы все знаете, приглашайте меня, я расскажу, как не убивать лес. Берегите лес. Аминь. Да, спасибо. Драматично, да, почувствовали, да, драма есть, драма, там актерская способность. Немножко такое в эмоциональности, да, вот этот трюк с эмоциями хорошо поработал, да, что такое немножко жуткое ощущение. Просто слово «убийцы» и «вы убийцы», вот это закодировать. Так, что у нас тут, да, какие-то проблемки. И можно было бы еще экспертиза, да, опять у нас уже, подумайте, чтобы больше вы закодировали нас, кто вы за личность, какая ваша профессиональность, чтобы еще, я дизайнер столько лет, я сделал это, я вам сейчас расскажу решение. Вот эта часть решения немножко, так, могла бы круче. Номер 3, кто был? Вы были. Добрый день, господа, все знакомые и незнакомые. И вы меня, многие знаете, многие нет. Но, я похож на грузина, но не грузин, но я очень люблю Грузию. Даже Алексей, тут спикер один, который выступал на своем Мерседесе, пригнал туда, тоже говорил, что очень красиво, и у него там большие тоже надежды на Тбилиси. Но я тоже, когда приезжаю в Грузию, мне очень нравится путешествовать.
И я уже 4 года путешествую, но никак не могу попасть в одну страну, Тушетию. Это сказочная страна, говорит там Грузия. И я грузинов прошу, говорит, друзей, отвезите меня в Тушетию. И никто не отвозит. Говорит, ты что, самоубийца? Говорит, там дорог нету, там нельзя попасть, там вообще только узенько идет через ущелье, и то лавина пойдет, и там очень опасно. Так что, друзья, но есть Skyway, есть такая замечательная небесная дорога, которая может пройти через эту щель, и что не только мы, иностранцы, могли попасть и посмотреть эту сказочную страну, которая она еще не тронута людьми, не тронута этим техникой этой, что и сами грузины, потому что 80% грузин, они тоже там не были в этой самой сказочной стране, на их земле. Так что хотите, я расскажу об этой дороге, расскажу вам об этой Skyway, которая может каждый в своей стране, там, где не попал, чтобы эта дорога была в каждой стране и попасть на эти красивые, чудесные места. Хорошо, спасибо. Да. Есть динамика, есть эмоции, есть такой, как бы человеку нравится быть на сцене. Это тоже видно, да, что вы, как актер, талантливо. Но сейчас и то, что вы могли сконденсировать вот эту самую тему, есть такой чит-код. Чит-код называется сказать: у меня есть мечта. I have a dream. Вот надо использовать этот чит-код. Это то же самое. У меня есть мечта попасть в Тушетию. И тогда сразу, когда мы говорим какая у нас личная мечта или мечта нашей компании, аудитория сразу: там есть что-то личное, там есть что-то красивое, чем мы хотим следить. И вот таким образом вы можете очень, очень хорошо сработать. Чуть-чуть лаконичнее, да? Есть такая тенденция чуть-чуть много слова использовать. Информация может быть конденсирована. Да, кто был? У нас был вы четвертый, да? Ну, вы потом. Хорошо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть дети, сыновья, взрослеющие, 14 или 15 лет. Я не зря задал этот вопрос, потому что по моему опыту, по моему семейному опыту, сейчас я его очень кратко расскажу, поступила так моя сестра. Для того, чтобы сдвинуть мое духовное развитие, она мне начала присылать вебинары, касающиеся этой части. Я это воспринял очень, с юмором, как будто бы мне подкладывают презервативы парню, который начинает взрослеть. Я воспринял, ничего, корона с меня не упадет, я послушаю. К чему я это все говорю? К тому, что это начало моего не только духовного развития, а вхождения в проект Skyway для того, чтобы я понял масштабность этого проекта, как он помогает всей Земле, как мы все друг с другом взаимосвязаны. Безусловно, когда я об этом проекте услышал, я задавал вопросы генеральному конструктору. С моим сильным логическим умом мне, честно говоря, было перестроить это непросто. Но тем не менее я это сделал и сейчас являюсь, насколько возможно, для себя активным инвестором. Меня зовут Миленький Владимир, моя фамилия очень редкая. И нравится не только мне. И я могу рассказать о проекте достаточно простым языком, объясняя сложные им вещи. Я могу это сделать, потому что у меня есть опыт как инженера и как человека, который вошел в проект не только с большим удовольствием, но и с большим вниманием, отслеживающий события. Я считаю в какой-то мере себя экспертом в этой области. И далее я могу рассказать достаточно кратко о сути самого проекта и почему он полезен планете Земля. Хорошо, спасибо.
Мне понравилось, что вы сказали, употребили вот эту свою компетентность. Вы можете немножко раскрыть это побольше. Я инженер. И это конечно, Skyway, это все инженерская такая мечта. И потому что поэтому вы компетентен, поэтому вы понимаете это более с технической точки зрения. Так что из этого, что вы сейчас сказали, самый сильный такой козырь был бы: здравствуйте, меня зовут так, и я эксперт, потому что по Skyway, потому что я сам инженер. Я понимаю в глубину вот этот вопрос. Так что это надо так немножко поработать. Чуть-чуть тоже есть, можно лаконичнее чуть-чуть поработать. Чуть-чуть так, чтобы... И еще одна маленькая эта заметка. Пробуйте не говорить «я вам расскажу про». Я хочу вас убедить про это. Просто начинайте разговаривать, просто начинайте убеждать. Нам не надо вот как бы еще такое дополнительное предложение услышать. Да? Просто, да, поехали, да, вы тогда. Да. И старайтесь покороче. Я сейчас буду время, вам я буду 1 минуту, и когда 1 минута пройдет, я буду поднимать руку. Да? Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Наталья, и я очень взволнована. Я, когда ехала к вам на презентацию, произошел удивительный случай. Несколько дней назад я готовилась с вами говорить на техническом уровне, но именно этот случай меня очень сильно перевернул в эмоциональную сторону. Тот поезд, на который я опоздала, в него врезался бензовоз. И погибло много людей. Я ехала в нефтяной край, в город Нижневартовск. И водитель, он уснул за рулем. И бензовоз, он убил много детей. И вы знаете, у меня сразу же появилась идея не говорить о технических вещах того продукта, которым я не занимаюсь, а поговорить с вами о том, что мы можем донести тысячам людей через себя во всей планете, о безопасности, о экологичности и о жизни. Мы также можем поговорить о том, как можно стать акционерами лучшего транспорта на Земле. А это реальная история? Реально? Вы сюда ехали, и это было? Год назад. Ну хорошо, все равно это было. Но да, хорошо, и драматично, и реально, и жутко. И это как на вас это подействовало? Впечатлило, да? Внимание сразу было. Да. Было бы очень выгодно, если потом еще мы почувствовали, что, Skyway это находится как бы поверхности, что это когда разрешает сразу эту проблему. Кстати, мне очень понравилось, как вы разговариваете. Вы очень так осторожно, но у вас была хорошая доза лаконичности тоже. Но еще поконкретнее мы могли бы вот это решение как бы дать. Я вам расскажу, как решить такие проблемы навсегда. И слово навсегда сразу хотим, давайте еще, хочу слушать. Да? Так что вы уже очень близко, было очень хорошее. Спасибо. Можно добавить одно? Очень, вот там одного слова в конце, которое оно прям просило, я думал, прямо оно вот сейчас прозвучит, вот чуть-чуть, самый безопасный транспорт. У нас что-то было небезопасно, и вот все, а у нас самый безопасный транспорт. И он реально решает всю эту историю, чтобы такой истории больше никогда не произошло. Супер, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сергей, и я вижу будущее. Я вижу ваше будущее, я вижу ваше будущее, я вижу ваше будущее. Я вижу, что через 20 лет у вас не будет машины, и у вас тоже не будет машины. Машины у вас тоже не будет, и у вас тоже не будет машины. Я работаю над этим, я эксперт, и я делаю так, чтобы у всех исчезли машины. Вы знаете, что транспорт, машины,
убивают каждый год 1,5 миллиона человек по всему миру. И мне это близко знакомо, потому что я тоже потерял близкую девушку. И сколько животных еще гибнет при этом? Очень-очень много. И я работаю в компании Skyway Capital. Это инновационный транспорт. И у нас есть конкретное решение этого вопроса. Я знаю, что через 20 лет мы это сделаем. И у вас исчезнут машины, и мы спасем 1,5 миллиона человек каждый год. И еще больше мы спасем животных. И я верю в это, и это моя миссия. Я знаю точно, что мы это сделаем. И мы сделаем это вместе с вами или без вас. Я знаю, что это мы точно сделаем. Спасибо. Да, спасибо за энергию, спасибо за харизму такую, да, очень мощно. И вам похожие темы, да, так что вы все сейчас послушали, что слово «безопасность» — это в вашем контексте это довольно важное слово, и она работает, она сразу работает подсознательно. И если бы вы тоже могли более конкретно про эту историю свою трагическую, там, про девушку, чуть-чуть конкретно сделать, тогда вы сработали с этим деталями, конкретность, да, и тогда мы решили, что из-за этой истории, может быть, вы и пошли работать в Skyway. Вот это супер история, это ваша история. Тогда вы можете свое видение сделать хронологически как истории. В этом году было трагическое происшествие. У меня погибла там девушка, и я решил, что-то надо менять. И я нашел решение, я пошел в Skyway, и все, супер. Немножко, это субъективно, мой латышский менталитет, когда вы говорите, у вас отберу всех машин, мне так немножко так, я хочу свою, мне нравится моя машина, да. Это там такая чувствительная тема, так надо чуть-чуть так чувствовать свою аудиторию. Да. Поменяется просто парадигма, да, другое мышление транспортировки. Да, кто еще? Следующий? Я буду вызывать, как в школе сейчас. Хорошо, вы тогда. Ничего. Немножко хотел переделать. Здравствуйте, уважаемые господа. Я мечтаю сделать мир лучше и безопасней. И для себя я решил участвовать в одном очень интересном проекте, который дает мне лично силы, надежды и энтузиазм в личном развитии и в развитии нашей жизни. Этот проект решает очень многие проблемы транспорта, проблемы жизни людей, проблемы безденежья. Все эти проблемы наш проект может решить. Вы посмотрите, обратите внимание, что происходит сейчас в жизни. Это загазованность, это пробки, это гибель 1,5 миллиона людей в год. И это какой-то ужас происходит. И наш проект нового транспорта, который самый безопасный, самый экологичный, он может решить этот проект, он может решить эти проблемы. И я пришел рассказать вам об этом, как это можно сделать. Хорошо, спасибо, да. Да, есть еще одно слово, которое появилось, это экология, но в вашей ситуации тогда, чтобы она сработала, чтобы эта идея сработала, там тоже ее надо как-то упаковать немножко, потому что если мы используем просто такие фразы, они не остаются в памяти. Остается в памяти вот история про девушку, остается в памяти история там такая эмоциональная. Да. Ничего, нормально, ничего, мы здесь тренируемся просто, да. Хорошо, кто еще? Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. У вас всегда хватило энергии и концентрации? Если не хватило, я вам могу этот секрет раскрыть. Почему? Потому что я сам столкнулся с этой проблемой. И некоторое время обратно я заметил, что у многих людей тоже такая проблема. Да? У них есть свои проекты, у них есть свои какие-то мечты,
Но очень часто не хватает на это энергии и не хватает, в принципе, концентрации. Я сегодня вам могу донести навсегда эту информацию, как это сделать, чтобы вы могли развить Skyway и даже свою личную жизнь. Меня зовут Эдди. Если вам это интересно, вы можете ко мне обращаться. А как, немножко поясните, как энергия и в чем была суть? Энергия и концентрация, чтобы что получить? Чтобы активизировать эту систему вообще. Тогда это было бы какое-то там мотивационная какая-то там идея ваша или ваша история? Этой ситуации я сам уже практик несколько лет, потому что я сам занимался больше, чем 10 лет в сетевом маркетинге. Я заметил, через полгода у людей, в принципе, иногда не хватает энергии и мотивации. Я уже начинаю над этим уже работать, больше уже года с этим занимаюсь, и уже даже людей обучаю. У них есть результаты, конкретные результаты. Да, вот это важное слово сетевой маркетинг, потому что это сразу тогда понятно. Те люди, которые работают, они как бы остаются без энергии. Потому что мне было немножко трудновато это соединить, эти все идеи. Да, это задание такое, это трудное задание. Да. Маленький пример, когда у вас презентации, и когда вы входите в помещение, где у вас будет презентация, и у вас проектор, да, всегда проверяйте угол проектора. Всегда проверяйте, где зона, где вы можете поступать. Да? Потому что иногда, если у вас очень ответственная презентация, очень ответственный питч, и у вас начинает как что-то там рисоваться на вашем здесь, да? Это вся внимание уходит, ну вот что здесь. Если еще там было какие-то там рисунки, какой-то краски, какие-то орнаменты, тогда эти все орнаменты на вас, тут еще там белая рубашка, белая блузка, у вас мы забудем все, что там говорите. Да? Маленькая такая деталь, но она убивает внимание. Да, осторожно. В принципе, идея такая. Вы входите, проверяете угол, отмечаете здесь полосу, где вы можете идти, шагнуть, и где нельзя идти. Да? Такая маленькая деталь. Somebody from here? Okay. And then translation will go. Yes? We'll deal with this. Can we deal with this? Is it okay? Yes. So who can speak Slovak, English, and Russian? Yes. English. You can. Вы можете. Выходите, пожалуйста. Пожалуйста, выходите. На английском. Good evening. Добрый день. Кто когда-то переживал аварию? Кто испытал аварию? Хорошо. В такой маленькой стране, как Нидерланды, каждый год происходит примерно 800 аварий со смертельным исходом. И в одном месте было 5 детей с водителем в электромобиле. Они пересекали железнодорожный переезд, не смогли переехать, остановилась машина, и поезд раздавил эту машину, погибли дети. Но я смогу вам показать решение, как решить эту проблему, как сделать перевозки более безопасными. Это моя тема. И меня зовут Ферриен. Да, не забывайте называть свое имя и также вашу компетенцию, в чем вы являетесь экспертом. Должен ли я по-английски комментировать или по-русски?
Можете надеть наушники, я тогда по-русски буду продолжать говорить. Это тоже, я уже чувствую такую тенденцию, да, безопасность – это очень важный топик для вас, да, вот эти конкретные ситуации хорошо работают, но в данной ситуации не хватало немножко имени, кто такой человек, какая его экспертиза может быть. Надо понять, что экспертиза – это не то, что вы говорите, я эксперт просто. Вы эксперт в чем? Я эксперт в инженерских там науках. У меня докторская награда, там, PhD, да, и у меня столько лет. Это не берет вам ни какие-то много времени, не уберет, да. Просто надо говорить, в чем вы эксперт. Cool. Let's continue. Maybe you? English? You can. But Flemish. But can you speak in English? Because we don't have any translation from Dutch. Если вы будете говорить на голландском, то у нас не будет перевода. Давайте попробуем. Итак, все говорят об убийствах, смерти, решениях для транспорта. Я хочу ограбить банк. Не ради денег, а для приключения, для развлечения. Знаете, когда грабите банк, нужно сначала подготовиться тщательно. Нужно поставить себе цель. Как мы можем это сделать? То есть меня не интересуют деньги, а меня интересует вот это возбуждение и достижение своей цели. Вот что я вам хочу сказать, что мой опыт, когда я начал работать в Skyway Capital, это вот радостное возбуждение от возможности достигнуть цель, добраться до верха. И это именно то, что я собираюсь вам принести. Такие же впечатления, такие же переживания от достижения цели, делая то, что вам нравится, что при этом еще и улучшает мир, делает его более безопасным. Меня зовут Герман, мне 60 лет, и я живу в Бельгии. Спасибо. Спасибо. Очень такой как бы интересный вид, как ограбить банк, потому что хочется что-то азартное в жизни почувствовать. И потом, как соединить вот этот азарт ограбления банка с азартом работы Skyway. Да? В принципе, я почувствовал, не знаю, как вы, я почувствовал такое, как бы, как было бы, да, пограбить банк, да? Такой же самый excitement, когда работаете в Skyway. Мне понравилось, да, это хорошо. И всегда, когда вы говорите, у меня 60 лет, это какой-то дает такой респект, что человек, это какое-то уважение сразу дает. Да? Вот это просто работает в таком уровне подсознания. Да? Вот это такое хорошие, важные вещи. Я живу там. Очень простые, элементарные вещи. Maybe from your table in English? Or Slovak? Может быть, английский? Здравствуйте, меня зовут Рудольф из Чешской Республики, и я немножко нервничаю. Когда так много людей смотрят на меня, я очень волнуюсь. Я работал 25 лет в области автомобилестроения. Одну машину, чтобы разработать, нужно 5 лет. И, конечно же, мы проводим краш-тесты. Очень много денег тратится на то, чтобы на протяжении десятилетий мы проводили эти проверки, чтобы сделать эти машины по-настоящему безопасными, чтобы они могли устоять столкновения с деревьями, другими машинами, людьми, животными. Это все требует очень много работы, много времени, и не говорю о более плохих авариях с поездами, например. До меня в мае 2016 года я познакомился с коллегой, который
познакомил меня с видением, с идеей. И у нас не было ничего такого, что сейчас есть в реальности. Он сказал мне о господине Юницком, о том, что он разработал, как он 40 лет строил эту компанию. И буквально через 1 час я принял решение, что я вхожу в этот проект. И никаких событий, совпадений не бывает. Я в этом уверен. У меня было 200 чешских крон с собой, и я решил их сразу же вложить в этот проект. Я понял в этот момент, что господину Юницкому не нужны никакие краш-тесты. Потому что тогда я понял, что после 25 лет работы на компанию «Шкода» я перешел на струнные технологии транспорта. И я знал, что все деньги, которые вкладываются в проверку машины на безопасность от аварий, все эти деньги можно вкладывать сюда, в технологии Skyway Capital. У меня на этом все. Спасибо большое. Большое спасибо. I will speak maybe На- put Буду feedback in Russian, yeah. Окей, на русском, да? На русском feedback. Понравилось, да, понравилось. И очень хорошее, что есть эта экспертиза. 20 лет в компании «Шкода». Это сразу дает, это тоже, что человек работал в транспортной отрасли очень много времени, и потом эту экспертизу переносит вот эту, потому что он почувствовал, там какой-то потенциал есть, да. Это очень-очень хорошая, важная такая, промоушен, сильная, мощная вещь, что вы можете сказать, что человек поверил, да, в эту компанию, вот это, с этим фактом. Что еще вам понравилось? Какие-то конкретные факты с этой речи? Какие еще факты вам остались? Yeah, he's open-minded. Пожалуйста, говорите все в микрофон. Да, но конкретные как бы текстуальные факты из контента, что он говорил, какие-то так что остались. Все свои деньги. Да. Еще детали, важная вещь, которую только мы первый раз услышали. 40 лет этот инженер Улицкий, да, который работал, да, это человек, который развивал вот эту компанию 40 лет. Это очень впечатляющая тоже статистика. Она занимает вам одно предложение, но это работает очень сильно. Yes? Yeah. Yes. Yes, I agree. Yeah. So. Да, я согласен. Мы не слышали. Там было про то, что девушка сказала, что про то, что не нужны крэш-тесты, что мы можем в транспортной отрасли мы можем как-то, правильно сказал, да? Что там не нужно просто деньги разбрасывать по крэш-тестам. Да? То тоже новый факт, новая информация, да, про крэш-тесты. Yes, you want to speak? Yes, please. Okay. Now. Очень важный момент. У меня есть летающая машина, летающий аппарат. Я езжу в Таиланд. Прихожу туда и вижу, что многие дети не могут дышать. Они все пользуются масками или вообще все в больницах, потому что там нечем дышать. Люди умирают, дети умирают. Что я хочу сказать, когда я вижу все медицинское образование, я говорю, боже мой, что произошло? Когда я там побыл немножко, я сам понял, почему все эти дети там умирают. Потому что когда в Бангкоке идешь по улице, то видишь загрязнение. И просто нужно затыкать нос, рот. И я понял, что если бы я там подольше пожил, я бы тоже умер. Я возвращаюсь домой и думаю, как это все можно исправить. И я слышу историю от какого-то человека в моей стране, который говорит, есть человек, который чинит все. Он придумал такой тип транспорта, который все это изменит. И я говорю, что это такое? Я иду и исследую информацию, потом я лечу в Минск.
И как зовут этого человека? В Марина Горько. Это не женщина, это такое место. Я приезжаю туда, и там я вижу все типы транспорта. Я так был потрясен, и я говорю сам себе, все, я заканчиваю свое медицинское образование, я начинаю работать в транспортной отрасли. Возвращаюсь домой и занимаюсь только транспортом. И я меняю 3 жизни в своей жизни. Первое, я вижу, что есть возможность дать детям возможность снова дышать благодаря новому виду транспорта, из-за которого больше не будет загрязнения. Второе, мое здоровье тоже улучшается. И третье, я вижу сейчас в этом бизнесе, что вокруг меня только миллионеры и миллиардеры. Когда я говорю об этой истории, миллионеры и миллиардеры боятся, что станет с планетой для их детей, внуков, правнуков. И я им говорю, что если работать в этой отрасли, можно стать еще богаче, образ жизни будет лучше, денег будет больше, для вас будет больше денег, вы будете дальше миллионером. Сейчас моя зарплата в 10 раз больше, чем раньше. И кроме того, у меня есть кое-что еще. Я делаю людей счастливыми. Вот моя история. Делайте всех только счастливыми. Mano vardas Aušra, esu 4 nuostabių vaikų mama. Меня зовут Аушра, и я мама 4 прекрасных детей. Esu 11 metų versle. Я 11 лет уже в бизнесе. Ir labai dažnai mane klausia, kaip tu sugebi tai suderinti. И часто меня спрашивают, как я все это могу совместить. Aš daug mokinausi dėl to. Я много училась. Atėjo laikas perduoti tas žinias. И пришло время передать эти знания. 14 metais sužinojau apie šią kampaniją. В 2014 году я узнала про эту компанию. Skyway technologija tiesiog išmušė mane iš vėžių. Skyway технология, она просто меня выбила из моей колеи. Todėl, kad buvo laikas, kūrėsi Facebookas, Google, Microsoftas. Было время, когда создавался Facebook, Google, Microsoft. Man niekas nepasiūlė ten dalyvauti. И никто не предложил участвовать мне там. Ir aš pasakiau, И я сказала, šitos progos aš nepraleisiu. этого шанса я уже не пропущу. Mes su vyru pasitarėm. Мы посоветовались с мужем. Ir iš karto priėmėm sprendimą dalyvauti šitoj idėjoje. И сразу приняли решение участвовать в этой идее. Šitoj kompanijoje esu ekspertas. В этой компании я уже эксперт. Aš padedu žmonėm. Я помогаю людям. Ne tik sužinoti apie technologiją. Не только узнать об этой технологии. Kuri pakeis visų mūsų gyvenimą. Которая изменит жизнь всех нас. Bet ir tapti milijonieriais. Но и стать миллионерами. Kas iš jūsų yra jau milijonieriai? Кто из вас уже миллионер? О. Teisingai. Правильно. Mėgstu tokius žmonės. Я люблю таких людей. Kas iš jūsų nori tapti milijardieriais? А кто из вас хочет стать миллиардерами? Teisingai, aš jūs dar labiau myliu. Правильно, я вас еще больше люблю. Po pietų. После обеда. Aš jums parodysiu. Я вам покажу. Kaip tai padaryti. Как это сделать? Kam tai įdomu? Кому это интересно? Teisingai, ačiū jums labai. Правильно, спасибо вам. Спасибо. Мне кажется, очень хорошее как бы по системе ведения, построенное ведение. И мне то, что такие маленькие детальки, берете внимание, когда человек рассказывает: «Здрасте, я мать 4 детей». Сразу. Эмоциональная часть, сразу. Мы хотели даже там аплодировать на это. Ну почему? Как бы, 4, почему? Как бы, рождаются дети, да? Но это как бы, есть это подсознание аудитории, что мы уважаем таких людей. Вот эти факты надо говорить просто. Они работают.
И когда что-то работает, делаем это. Это ничего много ничего как бы от вас не просит. Мне понравилось тоже, что вы соединяли Google, Apple или там что там Google, Amazon и Facebook с Skyway. Вот это было такое, как бы такое, как нам подключаться к этой фирме. Как нам думать про нее, как новые технологии, как пионеры новых технологий. Вот это сразу нам кодирует, мы понимаем Skyway как Google транспортного промышления. Да? И это сразу, это очень хороший трюк, который тоже вы можете как бы записать и в своей презентации использовать. И, конечно, рекламная часть про денег, которой надо всегда это делать, потому что мы хотим стать миллионерами, миллиардерами. Если бы вы еще сказали, что я тоже миллионер, я миллионер, я уже там 3 года миллионер, не знаю сколько, и я после обеда вам расскажу, как стать. Я вам дам конкретную инструкцию, как стать миллионером. Да? И тогда все, обед будет сейчас начнется, да, и потом мы будем вас слушать обязательно. Да. Хорошо, сейчас у нас coffee break, да? Будет 30 минут. Дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Как вам интересно? Спасибо большое, Весторс. Действительно, настолько яркие примеры, аж мурашки пошли, аж настолько яркие примеры, пробивающие прям в точку. О чем бы вы ни рассказывали, где бы вы ни рассказывали в своей жизни, вы можете применить это.